Сегодня наш день начался в порту Раджа-Фери на острове Самуи, и мы решили отправиться на недельку на остров Панган. Он достаточно такой таинственный, необычный остров, и там классно отдыхать. На Самуи лучше жить, работать, а на Панган надо ездить как на дачу и кайфовать от этого острова. Я очень рада, во-первых, что мы вроде как уже отплывем. Мы, если честно, несколько дней пытались уехать, но у нас все не получалось, нас что-то там держало, какие-то дела и так далее. И вот мы все свои дела закончили и наконец-то едем реально отдыхать. Я очень соскучилась по острову. Вообще Панган — это мой любимый остров в Таиланде. Если на остров Самуи можно попасть быстро на самолете, то на Панган так не получится. Можно прилететь на остров Самуи сначала и потом уже на пароме попасть на Панган. Либо же прилететь в Суратани, провинция, которая находится на материке, и уже оттуда на пароме мчать до острова Панган. Вроде даже кто-то собирался строить там аэропорт частный какой-то небольшой, но все так и закончилось, не начавшись. Сразу мы заехали, заправились на Пангане, потому что ехали просто на каких-то парах бензина уже. И приехали сразу на пляж Хадрин. Он один из самых красивых. И сейчас мы заселяемся. Как тут зелено на Пангане. Видите, такие вот небольшие домики. И один из них наш. Давайте сделаю вам сразу же обзор нашей виллы. Называется отель Base Shore Resort. Он прямо на берегу расположен на пляже Хадрин. Это очень удобно, потому что отсюда все тусовочки отправляются. А мы, может быть, даже и потусуемся. В общем, большая, ну небольшая, 38 квадратов комната. Есть балдахин, есть такая вот зона, столешница длинная с телевизором, есть чайник, чай, кофе, водичка бесплатная. Так, ну-ка, что у нас тут? Ничего. Ничего, кроме воды. Но, кстати, я смотрю, что есть тапочки. Это уже плюс. Это неплохо. Так, а халаты вот есть самое главное? Зеркало. Давай проверим. Халатов нету, только зонтик. Самое нету. А, ничего себе, Халаты есть халатики. Ну и вот здесь небольшая душевая, горячая вода, полотенце. Слушайте, ну за такой ценник вполне себе адекватный, $60 стоит, это уже с включенным завтраком. Отлично, я считаю. И первая береговая линия, никуда ехать не надо, приезжаем, кидаем шмотки и сразу же можно отправляться купаться. В этом отеле от $37 номера, то есть если без завтрака, например, и не отдельная вилла, а комната, то это будет $37. И самое крутое, то, что здесь есть бассейн очень классный, и вообще общая территория очень красивая. Мы сейчас приведем себя в порядок и пойдем ее смотреть. Отдыхающие выбрались, так сказать, из номера. Да, на самом деле мы приехали, нас кое-какие были там рабочие дела, нужно было надпись быстренько написать, вставить выпуск. Вот, и сейчас 5:30 мы только вышли. Мы приехали в 4 где-то, 5:30, как раз 1,5 часа все вопросы решили. Смотрите, мы сейчас вот вышли из нашего номера и попадаем на такую вот территорию, зона бассейна. Здесь так красиво, пальмы, даже кто-то плавает. Ну вот есть такие номера, они как бы и стоят 37, получается, долларов, то есть от $37. Но наша ближе к пляжу. Да, но наша вилла подороже, потому что как бы она именно внутри получше. Выходим на панганский белый песочек.
Знаменитый пляж Хадрин. Какой же здесь просто мягенький, беленький песочек, ребята. Вообще этот пляж, он смотрится с дрона, как будто бы это какие-то Мальдивы, а нифига не Таиланд. Очень красивый пляж. И вообще, знаете, на этом пляже проходит самая знаменитая вечеринка, которая называется Full Moon Party. Она проходит раз в месяц в полнолуние. И здесь все в людях, здесь все в грязи, все в мусоре. Это происходит какой-то трэш. Но тайцы настолько уже наловчились, они это все буквально за пару дней убирают. Вот буквально недавно была эта вечеринка на прошлых выходных. И за пару дней все убрали, и пляж снова красивый, прекрасный, с белоснежным песочком. И знаменитая надпись «Я люблю Копанган». Я люблю тебя, Копанган. Класс. Людей, кстати, немного. Кто-то играет в волейбол, кто-то купается, кто-то просто читает книгу, отдыхает, чилит под пальмами. Днем здесь тоже неимоверно красиво. Сейчас уже близится все к закату. Мы вышли просто прогуляться, посмотреть, поностальгировать и, конечно же, искупнуться, потому что на Самуи, как по мне, нет таких классных пляжей, как на Пангане. Ну, все-таки, слушайте, мусор есть какой-то. В основном, конечно, природный. Но пластик и бумажки всякие, конечно, встречаются. Но тайцы здесь убираются. То есть, если бы здесь всегда так было, было бы очень засрано. Ну, так, в целом, нормально, чистенько. Мы в Таиланде, я вам открою секрет, уже 3 недели. И я первый раз только захожу в море. И море, капец, какое теплое. Очень теплое. Я бы даже сказал, чересчур теплое. Но это очень хорошо. Сегодня даже есть какие-то волны небольшие. Если вы много раз были в Таиланде и ни разу не были на Пангане, я желаю вам приехать сюда и посетить этот остров, потому что он удивительный. Это как Бали в Индонезии. Он какой-то магический, я вам говорю. Ну и давайте погрузимся в эту водичку на закате. Класс. Вода реально как парное молоко. Вот последнее место, где мы купались, это были Мальдивы, Индийский океан. И там было очень комфортно, но там вода была не такая теплая. То есть здесь вода вот, ну, вообще как парное молоко. Я бы хотел бы даже чуть-чуть, чтобы она похолоднее была, да, чтобы освежала. Чуть-чуть похолоднее. Мы всегда с Серегой угораем, что для нас холодно, а Либо... здесь для нас реально тепло вообще. Смотрите, какие холмы впереди, зелень, пальмы. Класс. Ну, это ли не рай? Ой, класс. Доброе утро с острова, нашего любимого острова Панган. Слышите эти звуки? Это цикады. Сейчас апрель месяц, апрель-май, это как раз таки время их спаривания, и они просто издают этот жуткий звук постоянно. Мы идем на завтрак, ну а дальше отправляемся смотреть остров. Мы не были здесь 2 года, очень соскучились, посмотрим, что здесь изменилось, что новенькое появилось, что осталось. Пришли мы на завтрак, в наш номер не входит завтрак, поэтому мы за экстра прайс просто заказали себе завтрак. Шведский стол, 300 бат с человека, $10, наверное, многовато, но как бы мы на первой береговой линии в хорошем отеле, и завтрак тут достаточно разнообразный. Тосты, рис, макарончики, бобы, овощи на гриле, ветчина. Здесь тоже много всяких салатиков, фруктов. Ну, яичница тоже есть. Можно заказать себе омлетик какой-нибудь. Это быстренько заказывай, через 5 минут закрывается. Да? О, давай. Вот мы проспали. Ну и вот такой небольшой завтрак у нас получился. Завтрак был до 10:30. И вот-вот он бы закончился, но мы быстренько пробежались, всего набрали. Тосты, фрукты, чай, кофе и немного омлета, ветчины, риса и бобов.
Да, сверху нужно будет заплатить за завтрак 300 бат человека, это $9 человека. Здесь также есть меню а-ля карт, и вот там уже яйца Бенедикт, вся эта красота, но начинается этот завтрак, и вообще меню начинает работать только в 11 часов. То есть сначала они, получается, ну, как бы кормят своих гостей, кто живет в отеле, а потом уже работают для всех. Здесь так красиво, ну, вообще красивенько, да. Интерьер, вот я люблю очень. Именно такое. То есть вроде кажется все просто там подушечки, просто дерево, да, немного там декора, лампы какие-то, и уже совсем другая атмосфера. То есть это не просто столы, это вот когда каждая деталька продумана, совсем по-другому ты себя ощущаешь вот вместе. Ну, вообще я обожаю просто. И такой красивый сегодня океан. Сейчас, я думаю, позавтракаем и, может, даже поплаваем. Вообще вчерашний день у нас был очень такой на эмоции положительный. Во-первых, мы приехали на Панган, заселились, все было хорошо. Закатик мы встретили и поехали в баню. Представляете, на Пангане есть несколько бань. Ну, на самом деле это сауна, но сауна своеобразная, так скажем. Так как там нету освещения нормального, мы не можем ее снять, но мы ее как-то показывали в своем видео в прошлой поездке на Панган. И баня эта, она сделана таким куполом, там хорошая акустика. И она похожа чем-то на хамам на турецкий. И вот ты идешь в этот хамам, там сидят люди по кругу, прогреваешь все тело, а потом выходишь на такую площадку, и там горит костер. Везде застелены ковры, ты можешь ложиться на подушечки, смотреть в звездное небо. Там играет какая-то такая магическая музыка, либо сам хозяин играет на каких-то таких чашах, на каких-то бубнах. Необычная баня, а прям такая своеобразная панганская. И вот у Валюши есть фоточка со вчерашней этой бани. Конечно, тут плохо видно, но вот люди сидят, вот здесь вот костер. Давай, у нас да, и здесь вот проецируется прям что-то такое космическое. Море морем, но здесь еще классный бассейн есть. О, бассейн гораздо прохладнее, чем море, поэтому он хотя бы освежает. Ну и бассейн здесь классный, с пальмами, с видом на море. А еще мне очень нравится Панган за то, что здесь очень много молодежи. То есть вот Самуи, например, если брать, то это все-таки такой семейный остров. А вот Панган, здесь много тусовщиков, ну вообще, в принципе, просто молодых людей, бэкпекеров. Но бэкпекеры, они в основном приезжают, когда full moon party. Вот, например, неделю назад было full moon party и приезжало 10 тысяч человек. Очень много людей было. И после этого запретили вечеринки. Здесь вот как раз-таки на пляже Хадрин, помимо full moon party, есть еще такие более небольшие уютные вечеринки, они проходят на пляжах. Раньше это был Гайс, но его пока закрыли Иден Гарден, вот он до сих пор проходит. И сегодня как раз-таки суббота, и сегодня будет Иден Гарден. Я понимаю, что не все сейчас могут отправиться в Таиланд, на остров Панган. Ну, тут мы за вас отдохнем, наберемся сил, позагораем, покупаемся. Я не издеваюсь, просто хочу вам тоже чуть-чуть поднять настроение. Кто вообще был на Пангане, ребята, отзовитесь, пишите в комментариях. Я люблю Панган. У нас Панган любимый остров. В Таиланде. Работает ли любимое наше место, называется Бубас, расположено на Бантае. Здесь очень вкусные завтраки, но сейчас уже время ланча. Оказывается, здесь на ланч можно заказывать тоже завтраки. Я очень люблю эти панкейки и надеюсь, что они не изменились за 2 года моего отсутствия на Пангане. А Сережа какой-то бургер. Бургер с ангусом, говядина. Тайцев попросил без лука, молодцы, красавчики.
Прям хорошо. Булка свежая? Да. Во. А картошка выглядит какой-то так себе. Как Нет, она такая немножечко перегорела. Дай мне попробовать. Несмотря на то, что она горелая, все равно вкусная. Ну, знаешь чего? Мне кажется, она такая должна быть. Нет, это просто масло уже целый день использовали. Ну, может быть. Все так же вкусно. Вот здесь какой-то обалденный такой йогурт. Сладкий, очень вкусный. И здесь, мне кажется, каждый раз какие-то разные ягоды и фрукты. Сегодня здесь голубика, клубника, джекфрут. И все. Наш обед обошелся в 450 бат. Ну, цены, кстати, мне кажется, что не выросли. Но вот панкейки немножко изменились. Мне кажется, может быть, это связано с коронавирусом. Стало меньше йогурта, вот этого соуса. Они такие более сухие какие-то. Но вот у Сережи бургер был великолепный. Даже я у него картошечку подъела. Очень рекомендуем это место. Кто на Пангане. Ну, здесь вообще обычно фулл посадка, то есть реально нет мест, но это утром. То есть сейчас уже время обеденное, вообще время, в принципе, уже 4:15, и в это время они уже, ну, как бы закрываются, они до 6 работают. Поэтому людей нет. Но утром здесь аншлаг, и вообще невозможно сесть. Панган, он настолько про атмосферу и про то, что здесь нужно именно чувствовать. Никакой информации даже про остров не хочется давать, хотя мы уже много снимали про Панган, у нас есть информативные видео, которые даже классно зашли по просмотрам, мы оставим их в описании, можете тоже посмотреть, если вы будете планировать поездку на Панган. Вот. Ну а сейчас мы просто вот ездим по острову, просто наслаждаемся, просто посещаем какие-то места. Вот сейчас мы приехали на северную часть Пангана для того, чтобы поснорклить. И здесь на северной части Пангана есть такой остров Кома, к нему идет коса, в общем, очень симпатичное место. И говорят, что здесь хороший снорклинг, потому что мы вот сколько были на Пангане, ни разу нормально не снорклили. Мы приехали в резорт, называется Вангсай. Здесь можно арендовать оборудование для снорклинга и пойти снорклить. Вот сейчас мы арендуем себе ласты, потому что маски и трубки у нас уже есть. Ну а ласты возить с собой, конечно, столько места не хватит в багаже, поэтому арендуем. Смотрите, какого медвежонка мы здесь нашли. О, привет! Какой ты сердитый, какой ты лохматый. Это... Зато ты такой мягенький. Как тебя зовут? Шпиц? Я такого хочу. Это вот в кафешке, где мы брали в аренду ласты. Ага, такой вот собачатик. Не, ну такой он миленький, конечно. Но с него, мне кажется, шерсти очень много выпадает. Наверное, весь дом в шерсти. Когда у тебя вот огромный ресторан, наверное, прикольно. Везде плитка, и шерсть как бы равномерно распределяется.
момента ни разу не снорклили на Пангане, а зря. Кораллы здесь реально красивые, нетронутые. Видно, что сюда массовый турист не приезжает, а те, кто знают, только лишь посещают это место. У нас было две проблемы. Первая проблема: я забыл красный фильтр для GoPro. Из-за этого я не понимаю, что будет с картинкой. Но нужно обязательно будет сравнить. Вот эта картинка, которую вы видели, была без красного фильтра, а в следующий раз, когда поедем, я уже точно не забуду его. А вторая проблема: у Валюши новая маска. Я ее обработал зубной пастой, чтобы она не потела, но она все равно немного подпотевала. И это, конечно, немного подпортило впечатление. Вот, но я думаю, за 2-3 раза мы добьемся нужного результата, потому что у нас маски одинаковые, моя уже не потеет, не пропускает воду, а у Валюши немного подпотевает. Вообще мы приехали сами просто сюда на байке, вбили Кома, этот островок, и приехали в Ванг Сай Резорт. Вот мы сейчас как раз таки здесь сидим, пьем шейки, и здесь мы арендовали ласты себе. Я арендовала здесь, Сережа в другом месте, потому что не было нужного размера. То есть здесь, в принципе, на этом пляже, почти в любом резорте, вот в пляжной кафешке можно арендовать ласты. И маски тоже, если у вас нет. Единственное, что учитывается, что нужно оставлять депозит. 500 бат они берут, либо можно оставить ключи от байка, либо вот Сережа оставил часы, потому что у нас не было с собой наличных денег. Вот. Ну а так, конечно, очень неплохо. В самом конце мы встретили огромный косяк рыб. Это вот что-то похожее мы видели на острове Котао, который здесь недалеко. Там вообще самый, один из лучших, наверное, все-таки дайвингов и снорклингов в Таиланде в целом. Вот, но здесь тоже неплохо. Так что приезжайте сюда, и если любите снорклинг. Немного людей, кто-то плавает, буквально там 5-6 человек, кто-то заходит с берега, как мы. Нужно немножко проплыть, а кого-то просто привозят на лодке. То есть есть такая услуга, с любого пляжа вас могут привезти сюда на Кома на снорклинг на лодочке. Взяли себе по кокосовому шейку в этом же в резорте. Очень вкусно. Еще аренда стоит, кстати, ласт 50 бат за 1 час. У нас появился новый друг, он походу теперь ездит с нами. Просто зашел какой-то собакин и сел к нам на байк. Ну все, теперь будет с нами жить. Эй, Собакин, ты чё? Ты тоже на Зен хочешь? Панган, конечно, уникальное место, уникальный остров, потому что здесь каждый день проходят какие-то мероприятия. Здесь каждый день можно найти себе небольшую тусовку. И сегодня пятница, и вот, кстати, по пятницам и субботам очень много людей собирается на пляже, который называется Зен Бич, и провожает закат. И здесь собираются очень такие неординарные люди. Кто-то играет на барабанах, кто-то танцует, кто-то там поет, и все при этом просто провожают закат. Посмотрим, что будет здесь ближе к 6 вечера, потому что сейчас 5, и, как видите, здесь почти никого нет. Прошел 1 час.
Ну что, друзья, вот такой вот у нас получился первый выпуск с Пангана. Не забудьте прожать ему лайк, подписаться на наш канал. И увидимся совсем-совсем скоро, друзья. Всем пока, ваше здоровье.